Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. После того, как он потерял всю свою семью, этот мальчик просто хотел быть обычным студентом. Тем не менее, он попал в военную школу, где его превратили в демона, проводя над ним эксперименты. Позже он узнал, что он бессмертен. В этом мире твоя сила определяется количеством в твоем теле. Чем больше число, тем ты сильнее, и если твое число достигнет нуля, ты умрешь. Лихт уродливый, отвратительный, жалкий бандит с привычкой делать самые отвратительные вещи из всех возможных. Однажды он попал в беду, подглядывая за нижним бельем девушки. Очевидно, девушке это не понравилось, и в итоге она избила его, лишив жизни миллиарды его будущих потомков. И вот теперь Лихт оказывается в аудитории вместе с этим парнем, который находится в очень тяжелом состоянии на церемонии открытия специальной военной школы. Капитан приказывает им выполнять приказы, несмотря ни на что. Второй лейтенант Фернда, который также является инструктором, берет командование на себя. Она объясняет, что миром, в котором они живут, управляет Олфинг, таинственная богоподобная сущность, которая выглядит так, будто была создана в программе Adobe After Effects, появившейся во время кризиса. Он создан на основе суперсовременных технологий и обладает способностью принимать решения за всех, заставляя их следовать голосованию большинства. Так что, по сути, этот бог – двоюродный брат Иосифа Сталина или что-то в этом роде. Люди подумали, что это чудо, и начали принимать важные решения, такие как запрет самолетов F-22, грузовиков с РСЗО, войны и ядерного оружия. Но все пошло не так, как планировалось, и их нация оказалась в большой беде. Предыдущая война все испортила, разрушив города и нанеся ущерб окружающей среде. Еды не хватает, и люди по всему миру объединяются в банды пенсионеров. Капитан прерывает ее, потому что считает, что она слишком сильно всех пугает. Вместо этого он говорит им делать все возможное, чтобы стать хорошими солдатами, и обещает им вознаграждение в виде денег и еды, которых, если вы обратили внимание, раньше у них нет. От этого всем становится легче, и они снова начинают улыбаться. Он напоминает им, чтобы они обращали внимание на директора, а затем представляет майора Шмермана, директора школы, который совсем не похож на немца. Шмерман выходит на сцену, и все отдают ему честь. Но вместо того, чтобы произнести серьезную речь, он начинает читать сказку. Это всех удивляет, и девочка и двое парней из толпы начинают смеяться над ним. Шмерман приказывает им замолчать, но они продолжают смеяться еще громче. Внезапно к ним подходит капитан и приветствует девочку ударом девятки в голову. Он говорит, что Шмерман велел им вести себя тихо, иначе они будут вести себя так же тихо, как та девочка, которая только что смеялась. Он говорит всем, что хороший солдат должен выполнять приказы, прежде чем отправить этих двух придурков в ад. В толпе распространяется паника. Люди пытаются подбежать к двери, но она заперта. Они кричат о помощи, но капитан стреляет из пистолета в воздух, заставляя их замолчать. Он предупреждает, что с любым, кто попытается бежать, будут обращаться как с обычным русским солдатом в 1942 году. Как раз в тот момент, когда он собирается застрелить их, Лихт нажимает на курок, держа случайную веточку наготове. Шея Шмермана. Капитан думает, что Лихт шутит, но Лихт настаивает, что он говорит серьезно, и нажимает на ручку, как будто это швейцарский нож или что-то в этом роде. Шмерман просит Лика быть серьезным и объясняет, как правильно свернуть ему шею. Он даже демонстрирует это руками Лика, показывая, как это делается. Он говорит, что даже такой слабый человек, как обычная женщина, может убить с помощью этой техники, если все делать правильно. Лик спрашивает, серьезно ли Шмерман относится к тому, что он свернет себе шею. Шмерман отвечает, что лучший способ выиграть войну – это если его больше не будет в живых, и обещает, что никто больше не пострадает, если Лик добьется успеха. Но если он будет колебаться, эти случайные болваны, скорее всего, умрут. Я имею в виду, посмотри на их лица. Они не созданы для этого. Директор просит Лихта сделать свой выбор. Лихт крепче сжимает палку, вызывая улыбку Шмурмана, но затем Лихт отстраняется, отказываясь доводить дело до конца. Директор спрашивает, действительно ли Лихт не хочет его убить, предупреждая, что если Лихт этого не сделает, все умрут. Но вместо этого Лихт выходит вперед, настаивая на том, что директор должен убить его, тявкая о морали и еще какой-то чепухе, которой он, вероятно, в любом случае повернется спиной. Шмерман встает и соглашается сделать так, как хочет Лихт, излучая темную ауру, которая пугает аудиторию. Однако Лихт не испытывает страха и смотрит прямо в глаза Шмерману, удивляя его тем, что Лихт его не боится. Фирда вмешивается, чтобы разрядить обстановку, и предлагает им сделать перерыв. Внезапно дети, в которых стреляли, встают и понимают, что они все еще живы, так как в них попали только пули с краской. Капитан возвращает свой пистолет и представляется капитаном Алленом, одним из их инструкторов. Он подчеркивает важность выполнения приказов в бою, чтобы выжить, поскольку те, кто впадает в панику, заливается слезами или просто смеется, умирают первыми. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов радостно объявляет об окончании церемонии открытия и распускает всех. Шмерман беседует с капитаном Алланом в его кабинете, выражая интерес к Лихту, но Аллан находит мальчика-самурая Такакази более интригующим. Шмерман объясняет, что Ликс начал действовать, когда Аллан вытащил пистолет, но Такакази начал действовать после того, как Аллан произвел свой
первый выстрел. Алан спрашивает, делает ли это Лика лидером, но Шмерман говорит, что пока нет. Шмерман признает потенциал Лика и предлагает выдвинуть его кандидатом, чтобы посмотреть, как далеко он сможет зайти. Первый урок в школе начинается с того, что директор школы Шмерман берет на себя инициативу. Он начинает с того, что знакомит со школьными правилами, в том числе с так называемой звездной системой, заимствованной из Stellar Stars от Spy Family. Каждому ученику выдается по 2 звезды, и если он наберет 10 звезд, то официально вступит в армию. Затем их семьи получат золотые слитки, свежие продукты, коробки с пометкой «Еда» и несколько золотых монет из The Elder Scrolls для Oblivion. Однако, если звездный рейтинг студента падает до 0, его считают непригодным и исключают, немедленно отправляя в ближайший ГУЛАГ. Когда его спрашивают, как он может заработать больше звезд, Шмурман объясняет, что звезды будут получать те, кто преуспевает в различных видах деятельности. Но если они хотят быстро заработать звезды, им придется отбирать их друг у друга, используя любые необходимые средства. Так что, по сути, это как королевская битва плюс шпионская семейка. Однако существуют правила, позволяющие использовать насилие для получения звезд. Обе стороны должны согласиться поставить свои звезды, и победитель получает только то количество звезд, которое было поставлено на кон, что называется звездной ставкой. Поскольку все получают свои звезды, наступает очередь Лихта, но Шмерман удивляет его, говоря, что для него звезд нет. Лихт в замешательстве, и Шмерман объясняет, что Лихт учится на специальном курсе, где он должен получить звезды от другого студента в течение 3 дней, если хочет остаться зачислен. В конце урока друзья Лихта беспокоятся о нем, но он заверяет их, что не возражает против кражи звезд. Он здесь только для того, чтобы забрать Такакаши из школы. Такакази рассказывает, что его бабушка прислала Лихта, и Лихт соглашается, говоря, что не может отказать ей в ее желании, так как она взяла его к себе. Он предлагает им вернуться домой вместе, но Такакази отказывается, заявляя, что он не станет убийцей, как боится Лихт и его бабушка. И Лихт никогда не поймет, почему он хочет быть солдатом. Тем временем Алан спрашивает Шмермана, почему он отправил Лихта на специальный курс, и Шмерман объясняет, что хотел проверить, как Лихт справится с ситуацией, и сможет ли он оправдать их ожидания. На 3-й день Лихт все еще не заработал ни одной звезды, что вызывает беспокойство у его одноклассников. Внезапно один из них врывается с тревожными новостями. Они все бросаются в раздевалку и обнаруживают, что их шкафчики разрушены, а их звезда пропала, которую они хранили в надежном месте, чтобы предотвратить кражу. И Канос быстро обвиняет Лизуна, потому что он большой головорез и, возможно, тоже вор. Но некоторые студенты настаивают, что он не стал бы красть их звезды. Они задаются вопросом, кто мог быть ответственен за это, и слышат крик снаружи. Такакази выбегает на улицу и обнаруживает, что Сунахару тащит за волосы парень по имени Дейн. Она умоляет его вернуть ей звезды, и когда все собираются, они видят, что у Дейна 10 звезд. Такакази спрашивает, не забрал ли он звезды Сунахары силой. И Дейн отпускает ее волосы, спрашивая, добровольно ли она отдала их ему, при этом выглядя абсолютно нелепо в этой позе шахтного Моногатари. Опасаясь за свою безопасность, Сунахара признает, что так оно и было. Группа начинает обвинять Ди, утверждая, что у него есть власть взламывать шкафчики и красть звезды. Однако Ди бросает им вызов, спрашивая, есть ли у них какие-либо доказательства, или они написали свои имена на своих звездах, что лишает группу дара речи. Потому что он делает хорошую точку зрения, несмотря на то, что у них есть какие-либо доказательства. Выглядишь как чертов преступник. Такакази говорит Ди, что он собрал достаточно денег. Но Дейн настаивает на том, чтобы забрать и свои звезды, и требует, чтобы Такакази отдал их ему. Одна из девочек обвиняет Дейна в жадности, но Такакази спрашивает, почему он должен подчиняться. Дейн показывает, что это цена за безопасность его бабушки, и, опасаясь за нее, Такакази неохотно отдает свои звезды. Девочки спрашивают, почему Такакази так поступил, и он объясняет, что его бабушка позаимствовала свое дадзё у родителей Дона, и ей некуда было бы пойти, если бы они ее выгнали. Забрав звезды, Дон уходит. Весь класс решает поделиться своими звездами, как будто она попрошайка или что-то в этом роде. Девочка предлагает лизнуть одну из своих звездочек, но он отказывается, предлагая ей отдать ее тому, кто в ней действительно нуждается. Он не понимает, почему все так стремятся стать солдатами. Такакази тоже отказывается от получения звезды и решает найти способ ее получить. К 5 годам Такуазе все еще не заработал звезду, что его глубоко расстраивает. Лик пытается утешить его, говоря, что все в порядке, потому что он никогда не хотел, чтобы Такуазе стал солдатом. Однако Такакази рассказывает, что его бабушка уже страдает, теряет вес и жертвует своим собственным рационом, чтобы прокормить их. Несмотря на его попытки убедить ее поесть, она отказывается, и Такакази решает стать солдатом, чтобы обеспечить их, чтобы он мог использовать свой ГЛАГ-19 против своей бабушки, если она откажется есть. В 6 часов ученикам, набравшим 10 звезд, было приказано собраться у главных ворот. Дон направляется туда, полагая, что он единственный, но Лихт преграждает ему путь, умоляя вернуть звезды Такикадзё. До реагирует бурно, ударяя Лихта, отчего тот врезается в стену и направляется к воротам. До добирается до ворот, но Шмерман настаивает на том, чтобы пересчитать свои звезды, прежде чем он сможет уйти. До гордо заявляет, что у него 12 звезд.
но когда его просят показать их, они превращаются в пыль и лягушек, что совершенно ошеломляет его. Лихт возвращается к группе с настоящими звездами во рту, показывая, что он поменял их местами. Доан осознает это и приходит в ярость, в то время как остальная часть класса радуется, что план Даана провалился. Шмерман приказывает Даану вернуться в свой класс, так как он не получит диплом. Все получают свои звезды обратно, а у Лика теперь их 2, просто благодаря быстрому трюку под названием перераспределение активов. Он говорит Такаказе, что решил остаться с ним в школе, но не хочет, чтобы он заканчивал ее. Сбитый с толку, Такаказе узнает план Лика. Пока они учатся в школе, их семьи будут получать дополнительные продовольственные пайки, что позволит им прокормить себя, пока они пересматривают свои солдатские устремления. Несколько дней спустя Лихт и его одноклассники разбивают лагерь в лесу. Лихт подглядывает за девочками и удивляется, что они ему это позволяют, потому что как только они станут солдатами, у них не будет такой свободы. Иконос пытается показать Лихту свое двуствольное ружье, но он не смотрит. Лихт накрывает ее своей курткой и проходит мимо, сбивая всех с толку. Лихт спрашивает, действительно ли они хотят стать солдатами, даже если им придется убивать людей. Иконос говорит, что если бы она могла отказаться от убийства, она бы это сделала, но у них нет такого выбора. Шмерман присоединяется к ним и говорит, что они должны стремиться стать армией, которая не убивает на поле боя, как медики или разведчики. Лик задается вопросом, возможно ли это, и директор говорит, что это возможно, если они сильнее своих врагов. Он обещает помочь им стать такими. Иконос плачет, а остальная часть класса счастлива, что они могут стать армией, которая не убивает. Позже Шмерман отправляется в секретную лабораторию за своей библиотекой. Там управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объясняет, что они не могут скопировать способность голосовать. Но они нашли новые возможности у Альтинга. Шмерман спрашивает Алана о войне. Алан говорит, что она неизбежна и все страны готовятся к ней. Дэвид добавляет, что все должны были запретить войны навсегда, вместо того, чтобы просто запрещать ядерное оружие. Шмерман спрашивает Дэвида, знает ли он, где находятся те, кто знает обо всем на свете. Дэвид говорит, что нашел их всех, и спрашивает, не хочет ли Шмерман, чтобы он забрал их оттуда, когда придет время. Шмерман согласен. Дэвид напоминает ему, что он рискует своей жизнью, и Шмерман должен сдержать свое обещание. Алан уверяет Дэвида, что его генетическая информация в безопасности, и они оживят его, как только разработают технологию клонирования. Шмерман просит управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предоставить обновленную информацию о проекте ACES. Она говорит, что эксперимент с лабораторными крысами прошел успешно, но есть проблема – склонность к насилию. Одна крыса убила остальных своими зубами. Шмерман спрашивает, почему, и Фернандо отвечает, что это неизвестно, предполагая, что мозг крысы, возможно, слишком мал, чтобы контролировать это. Она предлагает перейти к испытаниям на людях, но Шмурман запрещает это, особенно использовать детей, как раньше. Он просит ее принести ему бюллетень для голосования. Она протягивает его ему, и он задается вопросом, что было бы, если бы они отдали его выжившей крысе. Несмотря на возражения, он все равно это делает. Крыса лежит на мече, и ее глаза светятся, когда она начинает выполнять какие-то действия типа «супер». Она чуть не попадает в Шермана, но он останавливает ее и забирает бюллетень. Он говорит Фирде, что дети хотят стать армией, которая не убивает, поэтому она должна закончить исследование, потому что оно понадобится детям. Класс заканчивает утреннюю тренировку, полностью опустошенный. Капитан Аллен ругает их за то, что они легко устают. Вмешивается Шмурман и говорит, что это хорошо, что они стараются изо всех сил. Поскольку они хотят быть армией, которая не убивает, он начнет их обучение. Он даст им оружие, подходящее каждому из них, и обучит их обращаться с ним. Он раздает средневековое оружие, такое как мечи и топоры. Девочка Лин спрашивает, почему они не используют огнестрельное оружие. Шмурман объясняет, что хотя война начнется с применения современного оружия, в конечном итоге она перерастет в ближний бой. Если противник окажется сильнее в рукопашной схватке, он сможет победить. Затем Шмерман возвращается в лабораторию, чтобы повидаться с Ферендой. Он выражает свое пожелание, чтобы им не пришлось начинать войну. В отличие от предыдущих войн за ресурсы, это направлено на борьбу с перенаселенностью, которую Шмерман рассматривает как способ избавиться от расточительных людей. Он настаивает на том, что они должны защитить детей от такой войны. Проект Fire Dimensions является успешным и предлагает перейти к испытаниям на людях, но Шмерман замораживает комнату в качестве предупреждения. Он не позволит ей экспериментировать на его детях. Фернда соглашается, но выражение ее лица намекает, что у нее могут быть другие планы, и это нормально, потому что она горячая штучка. Ужасная новость обрушилась на них, когда они узнали, что Дэвид был убит. Шмерман сообщает Алану, что самое печальное – это последнее сообщение Дэвида, которое кажется загадочным. Проигрывая передачу для Алана, они слышат, как Дэвид упоминает, что их всех обманули. Группа сбита с толку тем, что Дэвид имел в виду, говоря о том, что их обманули. Фернандо предполагает, что это может означать утечку информации об их плане, поэтому она рекомендует переключить внимание на Project Ace. Это приводит Шмермана в бешенство. Он обвиняет ее в желании использовать детей для экспериментов, которые могут нанести им вред. Он окружает управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов льдом, но она остается невозмутимой, показывая, что гены Шмермана являются причиной склонности к насилию, наблюдаемой у крыс. Это злит Шмермана, и управление настаивает, что они должны перейти к испытаниям на людях или остановить проект. Анализ ДНК выявил одного кандидата с высокими шансами на успех, и я позволю вам, ребята, задуматься, кто же этот кандидат. В кабинете Шмермана он обнимает Лихта и объясняет ему ситуацию. Лихт не возражает против этого, пока это обеспечивает безопасность
безопасность каждого и позволяет им стать армией, которая не убивает. Ученики беспокоятся о том, что Лихт перенесет операцию. Они спрашивают, почему только Лихт идет на такой риск. Такакази говорит Фирде, что они терпеть не могут быть второстепенными персонажами в еще одном типичном аниме с черноволосым подростком в качестве главного героя. Однако Фирда объясняет, что операция проводится для их защиты, и поскольку они еще не профессиональные солдаты, им нужен кто-то с особыми навыками. И Лихт – идеальная пара абсолютно без всякой причины. Классу грустно слышать это, но Лихт улыбается и говорит, что он готов рискнуть и защитить всех, даже несмотря на то, что он самый сильный из них. В операционной Лихт и Шмерман лежат на кроватях. Перед началом операции Лихту переливают кровь Шмермана. Такакази и остальные с нетерпением ждут, надеясь на успешный исход. Тем временем ученики играют на улице, когда замечают вертолеты, изображающие счастливого сына. Ален замечает их и сначала думает, что это вертолеты объединенных сил, но для нападения еще слишком рано. Однако он вспоминает слова Дэвида о том, что его обманули, и бросается осматривать вертолеты. Осознав опасность, Алан срочно приказывает всем эвакуироваться, но прежде чем они успевают скрыться, один из вертолетов запускает ракету по школе, разрушая ее и убивая нескольких учеников. Затем в школу входят солдаты и ищут основной корпус. Некоторые девочки выживают при столкновении, но вражеский сержант приказывает своим людям: помните, никаких учеников, и все выполняют маневр Макарова в аэропорту. Несмотря на царящий хаос, операция проходит гладко. Алан готовит свое оружие, чтобы противостоять солдатам. Санахара, несмотря на то, что у нее в руках пистолет, едва не получает пулю, но Дон спасает ее, вырубив солдата. Санахара так напугана, что зовет Лика, чтобы тот спас ее. Видя, что она застыла от страха, Дон поднимает ее и достает пистолет, стреляя в приближающихся солдат, держащих стресс шары Санахары. Как раз в тот момент, когда солдаты собираются прикончить Иконос и других девочек, в них бросают пакет с мелом, создавая дымовую завесу. Джейл и Такакази используют эту возможность, чтобы наброситься на солдат и спасти девочек. Выжившие прячутся в классной комнате. Я не понимаю, почему началась война, хотя все говорит о том, что войны не будет до следующего марта. Алан не смог дать им ответа. Внезапно он получает сообщение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в котором сообщается, что было проведено повторное голосование. Она объясняет, что всего существует 7 бюллетеней, по которым можно проголосовать, в то время как в других странах мира их всего 4, то есть более половины. Другими словами, остальной мир обманул их и перенес запрет на сентябрь без их ведома. В то время как Фернда взволнована этим открытием, Алан спрашивает, нравится ли ей это, но она отрицает это. Она сообщает им, что есть проблема. Подача электроэнергии была отключена, и если ее не восстановить, Лихт умрет, потому что генетические инъекции невозможно остановить вручную. У Лихта слишком много энергии, и вскоре его организм откажется от процедуры, что приведет к остановке сердца. Кто-то должен включить резервное питание в школе, чтобы спасти Лихта. Алан узнает, что солдаты захватили контроль над школой, поэтому им нужно остановить их, одновременно восстановив подачу электроэнергии. Осознавая опасность, Алан просит добровольцев, имея в виду, что эти придурки умрут. Весь класс соглашается пойти, чтобы спасти Лихта. Они все храбро бросаются вперед вместо того, чтобы играть в Metal Gear Solid. Алан убивает солдата из своего пистолета. Пока Такакази расправляется с этим штурмовиком, они пробираются наружу. Но все больше солдат начинают стрелять в них, как в игре Call of Fortnite. Алан быстро отстреливает их, а затем заявляет, что он идет вперед. Они добираются до электростанции, и Алан убивает 2 солдат, чтобы они могли продвинуться вперед. Внезапно парень с РПГ решил, что с него хватит, и открыл огонь по зданию, ранив Алана, но он выразил свое счастье, что ему не пришлось смотреть, как умирают дети. Сержант противника противостоит Хине и Иконосу, угрожая причинить им вред, если они не раскроют местонахождение главного тела. Несмотря на угрозу, Хина молчит, стоя на своем. Сержант готовится застрелить ее, так как она не хочет говорить. Хотя в глубине души она надеется, что Лихт придет им на помощь, с территории школы начинают подниматься светящиеся шары. Тем временем Лихт находится на грани смерти, поскольку показания кардиомонитора равны нулю. Однако питание восстановлено. Монитор снова начинает издавать звуковой сигнал. Лихт просыпается, замечает, что у него седые волосы, и слышит, как Шмерман спрашивает, как он себя чувствует. Он просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов принести что-нибудь, но она советует ему отдохнуть, так как операция сильно его утомила. Однако Шмерман настаивает на том, чтобы он сам дал Лизе этот предмет, призывая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поторопиться, так как дети в опасности. Она нажимает на какие-то кнопки, показывая меч. Шмерман объясняет, что он действует как избирательный бюллетень и усиливает власть Лихта. Но это не сработает, пока Лихт не выгравирует на нем свой счет и не даст клятву, которой он будет обязан. Процесс очень прост. Лихт должен придумать клятву, скажем, подтвердить подлинность счета. Это будет означать, что нужно вести счет как счетчик убийств подряд, и меч признает его своим хозяином. За пределами школы раздается грохот, но он внезапно прекращается.
возвращается. Солдаты недоумевают, что происходит, когда позади них проносится красная вспышка. Если ты врежешься в стену, она будет уничтожена. Сержант приказывает солдатам убить Лихта, но их пули останавливаются, когда они долетают до него. Вспоминая слова Шмермана о получении абсолютной силы, Лихт понимает, что он одновременно и Нео, и серебряный серфер. Все вокруг него замирает, и Шмерман посоветовал ему ходить медленно, пока он не привыкнет к этому. Лихт без особых усилий отбивает пули, а затем замечает состояние своего друга, что приводит его в ярость. Он начинает атаковать вражеские вертолеты, которые по какой-то причине все еще вращаются. У солдат кончились патроны, и сержант, расстроенный, спрашивает, почему Лихт не убьет их. Вытаскивая свой кинжал, он сталкивается с Лихтом, который возражает, заявляя, что они армия торговцев ударами и пинками. Лихт одолевает сержанта, нокаутируя его рукоятью своего меча, и одерживает победу. Лихт решает покончить с войной и убийствами. Он знает, что это будет нелегко, но вместе они преодолеют трудности. Иконос берет на себя инициативу, так как девочки внезапно влюбляются в безумного Риза Лика, в том числе и мальчики. Они все вместе смеются, когда появляются сержант и его люди, смеясь над своими идеалами. Они показывают свои тела, обвязанные взрывчаткой, намереваясь взорвать их всех. Но прежде чем сержант успевает нажать на детонатор, Лизун проносится мимо него, выхватывает его и разбивает вдребезги. Он настаивает на том, что мир жесток, и выживание означает либо их смерть, либо смерть Лихта и его друзей. Он начинает обратный отсчет, говоря, что убийство – это способ защитить свои семьи. Лихт умоляет его остановиться, но сержант утверждает, что такая смерть почетна и выгодна для их семей. Когда обратный отсчет доходит до 5, Лихт напоминает о своем обещании не быть армией, которая убивает. Почти дойдя до 1, Такакази кричит Лихту, чтобы тот отступил, и бросается на сержанта, готовый покончить с ними. Но Лихт быстро выбивает меч из рук Такакази и обезглавливает сержанта и его людей одним ударом, шокируя своих друзей своим ультом. Перед смертью сержант признает, что играл на Лихте как на скрипке, потому что ядерная бомба тоже ложь. Но хвалит Лихта за его храбрость, посоветовав ему сделать все возможное, чтобы пережить войну. Его друзья беспокоятся за него, но он ведет себя как обычно глупо, говорит, что это отвратительно, что он весь в крови и бежит смывать ее. Лихта начало тошнить. Он не мог поверить, что убивал людей. Он понял, что Доан был прав. Война не закончится, пока они не убьют врага. Он понимает, что нарушил их обещание, но в конце концов пришел к выводу, что все в порядке, пока он убивает, а с остальными все в порядке. Он принимает решение и подтверждает свой счет, обещая быть тем, кто убьет врагов за всех. Лихт возвращается к группе грустный, но обещает им, что они позаботятся о том, чтобы война закончилась быстро, с чем все согласны. Они празднуют свой мир, но Лихт тут же решает, что он не позволит им никого убивать, и их класс будет армией, которая не убивает. За исключением него, потому что теперь ему нравится убивать. Он не позволит им почувствовать то, что он сделал, когда убил в первый раз. В тот день по всему миру разразилась война, целью которой было уменьшить население планеты до тех пор, пока оно не сравняется с производством продовольствия. Лихт отправился на войну и благополучно вернулся, но его одноклассники заметили перемену в его настроении. В тот день он убил 337 человек, несколько раз активировав ракетную способность «Хищник». Когда он мылся в душе, он все еще испытывал отвращение к тому, во что превратился. Но затем к нему подошла молодая девушка по имени Нана и спросила, все ли с ним в порядке. Он пристально посмотрел на нее, но потом улыбнулся. Лихт стал вторым асом, родившимся после многих лет, играя с девочкой, заботясь о ней как старший брат. Однако начал меняться все больше и больше с каждым днем из-за чрезмерного воздействия генов Шмермана. У него начали появляться неизлечимые шрамы по всему телу и разуму, и по мере того, как он убивал, импульсы убийцы все больше и больше овладевали им. К тому времени, когда он убил 10 человек, он утратил способность к убийству. Даже когда девочки пытались подбодрить его, он терял самообладание, просто приказывал им никого не убивать и уходил. Девочки поняли, что Лихт больше не был самим собой, и это их опечалило. Иконос настаивал на том, что они не откажутся от идеи вернуть своего жизнерадостного Лихта. Ференде удалось проникнуть к нему в голову и убедить его, что если он не будет убивать, то убивать начнут другие. С тех пор он надел маску, которую всегда носил и никогда не снимал перед другими. Класс направился в кабинет Шмермана, а Такукадзе шел впереди. Он заявил, что они не могут позволить Лихту убивать в одиночку, потому что они команда, и им бы хотелось, чтобы у них была возможность убивать подряд. Шмерман спрашивает, действительно ли они хотят пройти те операции, которые проводит Лихт, и все они подтверждают это, не желая, чтобы Лихт больше отдалялся. Шмерман соглашается, но Алан возражает. Шмерман предлагает действовать с опережением графика, поскольку планировалось оперировать их всех. Были найдены еще 4 подходящих объекта, которые стали асами. Такуазе, До, Санахара и Капитан Ален. Они надеются, что это остановит Лихта от совершения всех этих убийств.
Однако, когда Такуаза и Санахара пытаются последовать за Лихтом на его следующее задание, он приказывает им не приходить, угрожая Такуазе, что убьет его, если он ослушается. Они не могут поверить, что Лихт стал таким холодным, не подозревая, что ему больно на поле боя, но ты не можешь воспринимать его всерьез из-за этой глупой маски, которую он выбрал. Фернандо говорит Алану и Шмерману, что пришло время перейти в наступление и нацелиться на другие бюллетени. Она предупреждает, что они будут уничтожены, если продолжат обороняться. Ален выступает против этого, но Шмерман готов приступить ко второму плану под названием Алха. Фернандо объясняет, что они могут получить невероятную власть, получив все 7 оригинальных бюллетеней и добившись единогласного голосования. Обладая этой властью, они могут создать свою утопию, пока не стало слишком поздно. Шмерман соглашается с этим, заявляя, что надежды на спасение мира нет, но они могут спасти детей. Он признает, что Лихт не простит ему этого, но он готов взять всю вину на себя. Тем временем Лихт начинает впадать в неистовство, замахиваясь мечом на своих одноклассников и крича, чтобы они убивали врагов. Такакази и Гэнзи пытаются удержать его, но он слишком силен и отбрасывает их прочь. Санахара пытается заговорить с ним, но Такакази велит ей отойти в сторону. Лихт продолжает сходить с ума и в конце концов отрубает Санахаре руку. Несмотря на это, члены класса все еще следуют его приказам и остаются в стороне от битвы, опечаленные осознанием того, что единственная оставшаяся связь Лика с ними — это его желание, чтобы они никого не убили. Если он потеряет это желание, они боятся, что он никогда не вернется к ним. 2 года спустя, когда война наконец закончилась, Нана в восторге. Она записывает видео, в котором выражает свою радость по поводу того, что ей больше не нужно использовать свои способности для предсказания позиций противника. Она даже признается в своих чувствах к Лихту, упоминая искру, которую она почувствовала, когда они впервые встретились. Она планирует сделать это видео своим любовным письмом к нему. Однако Лихт проспал 3 месяца с тех пор, как закончилась война. Она решила тренироваться и стать более женственной для него, пока он не проснется, забыв о событиях, которые произошли в день окончания войны. Как оказалось, Шмурман и другие собрали все 7 оригинальных драконьих шаров или что-то в этом роде и единогласно приняли решение оставить мир позади и создадут свою утопию. Используя всю свою непостижимую мощь, они создали континент над землей. Затем, еще раз единогласно проголосовав, они разграбили все ресурсы снизу, чтобы предотвратить атаки с земли. Население Альхи было создано из эмбрионов людей разных наций и рас. Однако новое население оставалось в неведении относительно прежней цивилизации и истинной природы всего сущего. Алха управлялась абсолютной властью и соответствовала требованиям СС, а население было обязано отчитываться. Алха процветала, в то время как бездна, мир, оставшийся позади, боролся с ограниченными ресурсами, лишенный всего сущего. Такуази был против этого, поэтому он взял один из бюллетеней, заявив, что Классель был против этого и готов восстать. Он сбежал с этим бюллетенем, но Фанда помешала Алану преследовать его, настаивая на том, что этим должен заняться Лихт. В их последней стычке Лихт в конечном итоге убил Такакази. Это шокировало класс А. Когда Такакази упал на землю, он вспомнил моменты своей юности, проведенные с Лихтом. Маска Лика наконец-то слетела, и он заплакал, осознав, что натворил. Я попытался утешить его, но Иконос протянул руку, чтобы дать ему шанс вернуться. Однако Лихт винил себя и больше не возвращался. С того дня его сердце перестало биться. Спустя 20 лет после войны с отходами Лихт наконец проснулся. Внешне он не изменился, но несмотря на тяжесть пропущенных лет, он больше никогда не улыбался. Отчаянно желая узнать, что случилось с остальными учениками класса А, он обнаружил, что они остались в школе, чтобы спасти как можно больше детей от войны, как можно больше сирот. Несмотря на их усилия, еды было мало из-за бесплодной земли, и все, что они производили, часто забиралось Олса. Чтобы обеспечить детей едой, члены класса А жертвуют собой. В тот день Лихту и Нанё удалось сбежать от военных. Но даже спустя 50 лет он отказался снять свою маску. Его отказ продолжался в течение 100 лет, и Нана надеялась, что однажды он вернется к себе прежнему и снимет маску. Она поклялась попросить его жениться на ней, когда этот день настанет, даже несмотря на то, что к тому времени она уже состарится. Она ждала его 200 лет. Однако спустя 300 лет Лихт все еще не снял свою маску. Охваченный раскаянием, Алха стал процветать, обкрадывая тех, кто остался в бездне. Лихт после 3 столетий размышлений решил уничтожить Альху. Он планировал сразиться со всей военной организацией в одиночку, движимый чувством ответственности и угрызениями совести. Тем временем молодая девушка по имени Хина с широко раскрытыми глазами наблюдает, как ее маму затягивает в темную дыру. Но перед тем, как исчезнуть, ее мама вручает ей специальный бюллетень и говорит найти легендарного туза. Несмотря ни на что, с тяжелым сердцем Хина хоронит свою маму
и отправляется в путь, чувствуя себя одинокой с самого детства и думая, что, возможно, она всегда будет одна. После долгого путешествия Хина прибывает в оживленный город и решает отдохнуть на курорте. Там она знакомится с несколькими девушками, которые удивляются, что она проделала такой долгий путь. Когда Хина упоминает, что ищет кого-то важного легендарного аса, девочки удивляются, потому что думали, что это просто сказка. Внезапно к ним по воде подплывает странная кукла и выскакивает облизанная, отпугивая девочек, за исключением Хины, которая остается на месте. Лихт быстро просит у нее денег, но она слишком напуганная и убегает. Помни, Лихт — 300-летний фанат Гуннара Дрейка, и он гонится за ней, все еще прося денег и еды, но, к счастью, его сбивает с дерева Нана, которая теперь девочка. Женщина. Она дает Хине немного еды и защищает ее от Лихта. Любопытствуя, Нана спрашивает у Хины, как ее зовут и откуда она родом. Хина объясняет, что она из маленького городка глубоко в горах, где живут только она и ее мама. Она рассказывает Нане, как однажды ее маму внезапно затянуло под землю. Нана говорит, что это была бездна, но Хина не знает, что это такое. Затем Нана указывает на то, что у каждого человека в мире есть свой номер, и эти цифры управляют им. Она объясняет, что ее цифра 77 отражает количество раз, когда клиенты говорили ей вкусно. Хина понимает, что у нее на бедрах цифра 2441, но Лихт, будучи извращенцем, пытается разглядеть ее нижнее белье. Нана отправляет его в полет, и другие девушки на улице тоже прогоняют его пинками, так как он известен как извращенец, который заглядывает девушкам под нижнее белье. Нана продолжает объяснять, что крайне важно продолжать увеличивать свой счет, потому что если он упадет до нуля, она отправится в пропасть. А это означает мгновенную гибель. Нана замечает грустное лицо Хины и извиняется за то, что говорит о страшных вещах, но Хина уверяет ее, что все в порядке. Затем Нана добавляет кое-что еще. Людям с более высокими показателями нужно подчиняться. Затем она спрашивает Хину, что она считает, и Хина отвечает, что считает свои шаги. Это шокирует бабушку, потому что шаги подсчитываются через каждые 100 километров, а это значит, что Хина прошла более 40 километров. Хина объясняет, что последние 5 лет она путешествовала, чтобы найти легендарного аса, как и хотела ее мама. У этого легендарного аса есть белая звезда, и он совершил удивительные вещи. Хина спрашивает бабушку, знает ли она этого аса, но Нана говорит, что это всего лишь легенда. Однако Хина настаивает, что слышала, что этот человек живет в городе. К Хине обратились военные, и сержант заявил, что он тот, кого она ищет. Когда она увидела белую звезду на его лице, она была так счастлива, что прослезилась и сказала, что так долго путешествовала, чтобы найти его. Сержант попросил ее следовать за ним, чтобы они могли еще поговорить у него дома. Нана попыталась вмешаться, но сержант предупредил ее, что это дело военных. Хина уходит вместе с ними, помахав на прощание рукой и поблагодарив Нану и Лизуна за их доброту. Хина попадает в беду, когда сержант пытается заигрывать с ней. Она быстро меняет тему разговора, показывая ему бюллетень для голосования. Солдаты сразу же принимают серьезный вид, что приводит Хину в замешательство. Сержант спрашивает, участвует ли она в голосовании, но она понятия не имеет, что это значит. Так вот, он достает свой меч и требует, чтобы она сдалась. Хина объясняет, что это импульс ее мамы. Сержант разрезает диван, чтобы показать, что он серьезен. Он собирается напасть на нее, но она останавливает его, говоря, что у нее больше очков, чем у него, поэтому он должен подчиняться ее приказам. Сержант соглашается, но говорит ей поставить свои звезды, и они должны попасть в звездную ставку, иначе он не обязан ей подчиняться. Хина соглашается, не понимая, что это значит. Как только это становится официальным, из земли начинают подниматься руки, и сержант сокращает дистанцию, ударяя ее кулаком, объясняя, что звездный кол — это официальное сражение, где они ставят на кон свой счет. Затем он выбросил ее из окна и последовал за ней на улицу, сказав, что звездные колебания — это привилегия, данная солдатам. Он начал душить ее, а она умоляла его остановиться. Он сказал, что это означает, что она признает свое поражение. Из-под земли появляются руки и забирают все ее звездочки, оставляя только одну, а затем добавляют ее к звездочкам сержанта. Он просит ее отдать бюллетень, или она предпочла бы получить еще одну звездочку. Она спрашивает, зачем он все это делает, когда считается, что Туз — герой войны с отходами. Именно тогда он показывает, что белые звезды на его лице были фальшивыми, и добавляет, что Туз, которого она ищет, вероятно, мертв, так как война произошла 300 лет назад. Он называет ее и ее мать глупцами за то, что они поверили в такую сказку, и говорит, что она потратила годы на поиски того, кого не существует. Из-за чего Хине грустно, что он обманул ее, а ее мать была не права. Он продолжает давить на нее, чтобы она отдала бюллетень, когда Лихт прилетает, чтобы спасти ее, и говорит, что сделает ставку от ее имени. Но он смеется, видя, что у Лихта отрицательный результат 999, называя его самым низким из всех возможных, и что Лихт не может победить его. Он замахивается на Лихта своим мечом, а затем отправляет его в полет на скамейку запасных. Хина бежит проверить, как он там, но сержант отталкивает ее в сторону и начинает рубить Лихта. Он смеется над ним, но его люди говорят ему остановиться, потому что, хотя у Лихта отрицательный результат, он не был отправлен в бездну. И Лихт отменяет все свои атаки, что заставляет сержанта остановиться. Я понимаю, что это правда. Он просит
просит Лихта представиться, собираясь ударить его, но Лихт уклоняется и появляется позади Хины. Он говорит ей перестать искать тузов, потому что они не герои, а убийцы, и ей следует просто вернуться и жить нормальной жизнью. Его маска разлетается вдребезги от удара сержанта, открывая его лицо, а его меч показывает, что его истинное количество было 5700, и у него был белая звезда. Он прижимает ее к себе, и Хина начинает плакать, потому что это легендарный туз, которого она ищет. Лихт говорит Хине крепко зажмуриться, и она так и делает. Внезапно солдат бросается на него, Лихт молниеносно отскакивает в сторону, и земля под его ногами трескается, отправляя солдата в полет. Он начинает метаться как молния, с каждым прыжком разрушая землю и здания. Сержант совсем не успевает за ним. В конце концов Лихт подкрадывается к нему сзади и наступает на землю, и сержант с силой врезается в стену. Каждый раз, когда Лихт делает шаг, на сержанта словно накатывает волна. Он требует, чтобы сержант вернул ему счет, который он забрал у Хины, и извиняется перед ней. Он бьет сержанта своим мечом, но сержант не сдается. Он продолжает атаковать, но Лик уворачивается. Лик подбрасывает его в воздух и наносит несколько ярких ударов. Вот почему его называют асом молниеносных ударов. И то, что у него отрицательный счет, вовсе не означает, что он слаб. Просто девушки много раз отказывали ему. Он подпрыгивает высоко в воздух и говорит Хине, что вернет ей ее звезды. Когда он спрыгивает вниз, он наносит последний удар сержанту, который сдается. Стрелки забирают у сержанта 759 отчетов, оставляя только один, и отдают его Хине, заставляя ее сосчитать 760. Лихт говорит ей, что с ним все в порядке, и она начинает плакать слезами радости. Затем Лихт выхватывает у нее бюллетень, говоря, что он мог бы заработать на его продаже. Хона в замешательстве, а Лик говорит, что у него преимущество, потому что у него больше голосов. Но если ей это не нравится, она может поставить на кон свои звезды. Хона снова плачет, говоря, что мама велела ей найти туза. Перед уходом Лихт дарит ей куклу для голосования и говорит, что он не тот туз, которого она ищет. Она возвращается, чтобы встретиться с Наной и объяснить, как Лихт забрал ее бюллетень. Нана осматривает куклу, которую облизала слева, затем возвращает ее Хине, веля ей подержать ее, сказав, что скоро она поймет, что с ней делать. Хина в замешательстве смотрит на куклу, но та внезапно рассыпается цветами, открывая ее избирательный бюллетень. Лихт так и не взял его. Но Нана добавляет, что хранение бюллетеня является серьезным преступлением против законов Альсии, и это пугает Хину. В маленьком городке, расположенном у черта на куличках, два военных чиновника Лин и Пил помогают горожанам. Лин выполняет большую часть работы, так как ее количество увеличивается в зависимости от количества людей, которым она помогает. Пил сказал ей, что несмотря на все это, ее не повысят в должности. Но Лин не возражает, пока она может помогать людям. Она говорит, что не отступит от своей миссии по поимке преступников, если увидит их. Именно в этот момент Пил показывает ей плакат с изображением Лихта, присланный из штаба, на котором видно, что он легендарный АС, который носит маску. Но Лин не хочет верить, что легендарные асы все еще живы, и это странно, что кто-то разгуливает в маске. Однако она ошибается. Когда они видят кого-то в костюме пудинга, одетого в маску, Лин подходит к нему, пытаясь снять ее, говоря, описание соответствует постеру. Но человек утверждает, что маски разные. Лин понимает, что это правда, и отпускает его, извинившись. Позже Лик рассказывает Лин и горожанам, что это он скрывается за маской, и они начинают преследовать его. Но внезапно Лик останавливается, и Лин думает, что это ее шанс поймать его. Однако он кричит ей, чтобы она остановилась, и отталкивает ее как раз в тот момент, когда из земли, где он стоял, появляется железный шип и пронзает его. Это спасает Лин от боли. Позади Лихта стоят несколько солдат, и Пил спешит поприветствовать их командира, лейтенанта Джейла. Он знакомит его с Линном, но не останавливает Джейла. Он атакует Лихта железными копьями, торчащими из земли. Лихт пытается уклониться от них, взбираясь на холм, но железные копья тоже вырастают из холма. Так вот, Лихт меняет маршрут и наносит молниеносные удары, прыгая так быстро, что они его не замечают. Он пытается убежать, но Джейл перехватывает его в воздухе, стреляя огромной железякой, которая отбрасывает его обратно на землю. Лихт понимает, что тюрьма находится не на отметке 900. Тюрьма заманивает Лихта и его самого в ловушку внутри забора, построенного из железа, показывая, что он скрывает свой истинный номер. Потому что не хочет, чтобы получить повышение и остаться за письменным столом. Он хочет продолжать бороться со злом и карать его. Он показывает, что на самом деле его счет равен 12,5. Джейл бросает большой железный предмет в Лихта, который пытается отразить его своим мечом. Но железо продолжает лететь. Джейл целится еще раз сбоку, попадая в Лихта и отправляя его в полет. Лин и остальные начинают волноваться, но Лихт начинает прыгать еще быстрее, чем раньше, пытаясь неожиданно напасть на Джейла. Но Джейл предвидит это и уходит с дороги. Затем он использует железный прут, который выскакивает прямо там, где стоит Лизун, и подбрасывает его меч в воздух. Теперь это кулачный бой. Они обмениваются ударами, но ни один из них не попадает в другого. Джейл хватает Лика за руку, переворачивает его, а затем пинает в сторону. Меч Лика наконец падает в воздухе, и Джейл ловит его и бросает обратно Лихту, говоря, что его знаменитые молниеносные удары все равно слишком медленные. Лихт
Лихт с этим не смирится. Он прыгает высоко в воздух, и солдаты умоляют Джейла отступить, говоря, что если сообщения верны, то Джейл не сможет остановить высотный удар Лика. Но Джейл не сдвинулся с места. Он проверяет, летит ли Лихт или прыгает, направляя на него железные лезвия. Лихт отклоняет их, и Джейл приходит к выводу, что Лихт просто прыгает и не может увернуться в воздухе. Так вот, он начинает бросать в Лихта много железных прутьев, которые изо всех сил стараются их избежать. Тюрьма говорит Лихту, что его счет основан на его убеждениях, и железные прутья, которые он создает, основаны на этих убеждениях. Именно поэтому он может расправиться с любым преступником и известен как Железная Воля. Лихт из железной тюрьмы, не сумев увернуться от железного прута, падает прямо на огромный железный прут, который выстреливает из земли, сбивая его с ног и позволяя тюрьме схватить его в железной тюрьме. Он разрушает железную ограду, после чего Лихт признает свое поражение. Но тюрьма — это еще не все. Он создает железный хлыст, чтобы ударить Лихта, но к их удивлению Лин прыгает вперед, блокируя атаку. Она разговаривает с Джейлом, прося его успокоиться. Но он ругает ее, говоря, что именно по этой причине она все еще находится в тюрьме, потому что ей не хватает решимости стать военным офицером. Он говорит ей перестать тратить время на тривиальные задачи и сосредоточиться на своих военных обязанностях. Горожане пытаются защитить ее, но она говорит им, чтобы они не волновались, соглашаясь с тюрьмой и обещая извиниться. Но Лихт говорит ей не делать этого. Он освобождается от железа и говорит, что не резал тюремное железо не потому, что не мог, а потому, что не хотел причинять вред городу. Тюрьма говорит, что это означает, что Лихт скрывал свои истинные способности. Он вооружается железными руками и нападает на Лихта, который блокирует атаку своим мечом. Их столкновение высвобождает огромную энергию, в результате чего земля раскалывается, и Лин начинает падать с края обрыва. Джейл немедленно прекращает атаковать лифт и бросается спасать Лин, но лизнутый быстрее, поэтому он бросается за ней. Лин открывает глаза и видит, что Лик держит ее на руках, но он портит момент, говоря, что она тяжелая, что ее злит. Она пытается ударить его, но он уворачивается. Затем он бросает ее в тюрьму, которая все еще прыгает вниз, а Лик машет рукой на прощание тюрьме. Но тюрьма его не отпускает. Бесполезно бороться, падая, поэтому тюрьма решает вернуться, соорудив железные ступени из скалы, чтобы подняться обратно. Он роняет Лин, которая кричит на него за то, что он назвал ее тяжелой. Он вспоминает слова Лика о том, что в городе спокойно, потому что там живет Лин, и решает помочь ее проекту. Он строит парк для детей с помощью своего утюга и говорит ей, что у нее есть 3 дня, чтобы засыпать его штукатуркой, так как его утюг не выдерживает, когда он далеко прочь. Он также добавил, что она отправится с ним на следующее задание, и это делает ее счастливой. Лихт прогуливался по рынку с Хиной, когда к нему подошла Лин и отругала его за то, что он заставил ее искать его. Она поблагодарила его за спасение своей жизни, но затем надела на него наручники, чтобы арестовать, поскольку он преступник. Их беседа заканчивается, когда тюрьма присоединяется к борьбе с Лихтом. Он создает железо из земли, отпугивая людей, затем вооружается своим железом, и они начинают драться. Он говорит Лихту не сдерживаться и раскрыть свою истинную силу. Лихт отступает, и он уже собирается ударить его, но тут Нана привлекает их внимание, говоря, что из-за их драки весь город перевернулся вверх дном. Она приказывает им навести порядок, и они оба убирают оружие. Тюрьма просыпается посреди площади и обнаруживает, что она пуста. Нана заставила их веселиться и пить, пока они не опьянели. Он разбудил Лин и Пила и сказал, что они должны пойти за ними. Тем временем Лихт и его группа направляются в Андерс, а Джейл и его группа спешат к Линдону, думая, что Лихт там, но они натыкаются на ослабевшего солдата, который упал на дороге. Они добираются до Линдона и видят, что он разрушен. Пил обращает внимание Джейла на озеро, и они добираются туда только для того, чтобы увидеть, что озеро превратилось в бурлящую темную пропасть, дна которой они даже не видят. Они не уверены, что это за пропасть, когда замечают раненого солдата. Джейл спрашивает его, что случилось, и солдат отвечает, что из бездны появился демон. Он сказал, что это был мирный день, но земля начала сотрясаться, и когда он посмотрел, то увидел, что на месте озера образовалась большая черная дыра. Затем появился демон, но солдат был слишком потрясен, чтобы даже объяснить, как это выглядело. Тюрьма заставила его заговорить, и он сказал, что демон пришел, а их луки и мечи не смогли ему противостоять. Не успели они опомниться, как все вокруг было разрушено, и люди погибли в пламени, которое он извергал. В тюрьме говорят, что это должно быть был избирательный бюллетень, обладающий огневой мощью, но солдат кричит, что это был не человек, а демон, и он летал. Затем солдаты наконец теряют сознание от шока. Они отвозят солдата на лечение в соседний город, но в тюрьме царит неразбериха, поскольку военнослужащий или избиратель не может улететь. Полеты и даже обучение летному делу запрещено. Чтобы узнать, что это был за демон, он решает отправиться на поиски Лихта. Он натыкается на Лихта и его группу, которые были в соседнем городе. Джейл сразу же нападает на него, и Лихт выходит вперед, чтобы защитить Хину, но железо застывает в воздухе. Джейл объясняет, что произошло в предыдущем городе с демоном из бездны, но Лихт не знает, что это такое. Джейл говорит, что он знает, что Лихт не демон, но он уверен, что Лихт что-то знает, и он хочет вытянуть из него эту информацию.
ситуацию. Нана говорит им успокоиться, поскольку они разрушают ее бизнес, поэтому они оба убирают оружие. Он сидит в тюрьме, и Нана дает ему выпить вина, но он думает, что она хочет снова напоить его. Она говорит, что это просто дружеский напиток. Джейл сидит и пьет, а Нана наливает ему еще, и он продолжает пить. В итоге это превращается в драку, чтобы выяснить, кто больше выпьет, и они оба пьют до тех пор, пока не теряют сознание. Нана подкармливает Джейла еще немного, но веселье заканчивается, когда земля начинает трястись. Люди спешат сообщить им, что в городе появилась темная дыра. Они идут туда, где находится дыра, и оттуда доносится какой-то звук. Приходит раненый солдат и говорит, что это тот же звук, который они слышали перед появлением демона бездны. Его охватывает страх. Он говорит, что демон сотрет город с лица земли и убьет людей. Люди начинают паниковать, но Джейл велит им успокоиться, приказывая солдатам эвакуировать мирных жителей, в то время как те, у кого есть щиты, должны окружить дыру, а те, у кого есть луки, должны приготовиться к атаке. Лихт прислушивается к звуку и немедленно сообщает тюрьме, чтобы она приказала всем отойти подальше от ямы. Джейл хватает его за плащ и говорит, что Лихт все-таки знал, кем был демон бездны. Но Лихт потрясен тем, что это за демон, поскольку предполагалось, что он будет уничтожен во время войны. Пил сказал тюрьме, что демон выходит наружу, и все были в шоке, когда демон появился из дыры. Лихт не может поверить, что он все еще существует, несмотря на то, что был уничтожен с неба во время войны. Демон оказывается вертолетом, который целится в них из пушки. Тюрьма быстро возводит железную стену, чтобы блокировать атаки. Вертолет улетает и разворачивается, чтобы выпустить ракету, которую тюрьма также блокирует, но она сносит половину стены. Лихт немедленно приказывает солдатам эвакуировать людей и держаться подальше от вертолета, пока он пытается его уничтожить. Джейл обращается к нему с объяснениями, но Лихт говорит, что они должны уделять приоритетное внимание спасению людей, показывая звезды на его воротнике. Это шокирует Джейла и остальных, когда они узнают, что Лихт полковник. Джейл потрясен тем, что Лихт на самом деле может быть легендарным асом. Лихт пытается уничтожить вертолет, уклоняясь от пули, пытаясь привлечь его внимание. Люди начинают эвакуироваться, спасая свои жизни. Один ребенок остался на дороге, и Хина пытается ему помочь, но вертолет целится в нее ракетой. К счастью, Лик вмешивается и разрубает ракету, взрывая ее в воздухе. Он устремляется за вертолетом, и все верят в него, молясь, чтобы у него получилось. Но затем из-под земли вырастает множество черных рук, которые военные называют «все на свете», и швыряют его на здание. Все на свете устремляется за вертолетом, но он слишком высоко, чтобы дотянуться до него. Лик пытается догнать его, но все на свете его останавливает. Лихт продолжает пытаться, и Хина спрашивает, почему. Пил говорит, что все нападают на все, что попадается под руку. За спиной Лихта появляется фигура, приставляющая пистолет к его голове и называющая его командиром. Лейтенант поворачивается и видит, что это Санахара. Джейл спрашивает, кто она такая, но Санахара стреляет ему в грудь, и он падает на землю. Лихт идет проведать его. Лин спрашивает, зачем она это сделала, и Сахара представляется как один из легендарных асов АС преследования. Она заявляет, что все они забывают о том, что видели, и не упоминают об этом. Но поскольку это невозможно, она продолжает стрелять в людей, убивая как гражданских, так и солдат. Лихт пытается остановить ее, но она обнимает его сзади и говорит, что скучает по нему. Он поворачивается к ней, умоляя остановиться. Она обнимает его и говорит, что подчинилась его приказу убивать людей и продолжает стрелять в людей. Она говорит, что изменилась ради него, и Лихт пытается освободиться от ее хватки. Она освобождает его, и он прыгает вниз. Она взлетает выше, говоря, что, как и он, она будет убивать людей спокойно и быстро, и Лихт должен похвалить ее в конце. Она начинает осыпать людей градом пуль. Лихт пытается остановить ее, но она стреляет в него. Он блокирует пулю, но они все равно следуют за ним. Она говорит ему, чтобы он не забывал, что ее сила в том, что ее удары достигают цели, независимо от того, куда он бежит или прячется. Пули, летящие сзади, меняют траекторию и попадают в него спереди, заставляя его упасть на землю. Хина бежит к нему, но другой солдат держит ее в заложниках, приставив пистолет к ее голове. Еще несколько солдат Санахары взяли остальных в заложники. Каблук пытается спасти Лина, но его бьют, и все они оказываются подавленными. Санахара говорит Лихту, что для того, чтобы спасти их, ему просто нужно вернуться к тому, каким он был. Но Лихт умоляет ее остановиться, так как он не хочет ее убивать. Она говорит, что хочет, чтобы он убил ее, но он этого не сделает, потому что он всего лишь Рихита, добросердечный старшеклассник. И вот они прижимают его к земле, а перед ним один из солдат целится из пистолета в голову ребенка. Она говорит ему стать мастером молниеносного удара, иначе ребенок умрет. И она уверена, что он чувствует, как в нем разгорается жгучее желание убивать. Лик уверяет ребенка, что спасет его, но мальчик начинает плакать, требуя свои деньги. Санахара говорит ему не давать обещаний, которые он не сможет сдержать. Она уходит и приказывает солдату убить ребенка. Раздается выстрел, но Санахара оборачивается и видит, что половина ее людей мертва. Людей уничтожали с огромной скоростью. Лихт поднимает свой меч, даже когда Нана приказывает ему остановиться. Он приказывает ей вести себя тихо. Он говорит им всем, что им всем интересно, кто он такой. Он носит свою маску и говорит, что он грабитель. Вытирая пистолет Хины, он говорит, что его цель забрать все у Эльши. Теперь он стоит лицом к лицу с Санахарой,
который так счастлив, что снова стал самим собой и теперь может убить ее. Он говорит ей, чтобы она не забывала правила, когда сражаются два туза. Она соглашается, говоря, что поставит на кон все свои звезды, что он также принимает, и все это, по-видимому, подтверждает это, ставка на звезду. Они начинают драться, Лизун уклоняется от ее пуль, а Санахара отстреливается. Остальные в шоке, и Нана говорит, что это битва между двумя легендарными тузами, которая заканчивается только до тех пор, пока один из них не умрет. Лин говорит, что с Лихтом все будет в порядке, но Хина говорит, что она не уверена, так как счет сына О'Хары равен 32, в то время как у Ликса 5,7. Лихт — это отражаю пули, но в конце концов пуля попадает в него, впечатывая в стену. Но Пил говорит, что это невозможно, и во время драки Лихта с Джейлом Лихт выстоял, несмотря на то, что у Джейла было больше очков. И единственная возможность заключается в том, что Лихт скрывает свои истинные способности. Лик встает и кричит, выпуская в небо красную ауру, и его количество начинает увеличиваться, в что другие не верили. Но Нана говорит, что это невозможно, так как Лихт туз. К тому времени, как все это прекратилось, счет у Лика вырос до 57, и Нана испугалась. Санахара доволен этим и говорит, что Лик наконец-то может убить ее, так как он может скрыть от себя намерение убить ее. Но когда она моргает, то не видит его на земле. Ей становится страшно, и она оглядывается по сторонам, чтобы увидеть, откуда он может появиться. Он появляется у нее за спиной, и она стреляет в него, но он отскакивает в сторону. Она говорит ему, что это невозможно, так как ее пуля полетит вслед за ним. Но она в шоке, когда видит, как ее пуля падает на землю, разрезанная пополам. Лихт появляется у нее за спиной и обрушивает на нее удары со всех сторон, не давая ей среагировать. Нана говорит им, чтобы они держались подальше от Лихта, потому что он больше не Лик. Она говорит, что Лихт сказал ей, что высвобождая силу туза, другая личность берет верх, и Лик говорит, что это намерение убить. Шмёрман. Лик кричит, когда его аура меняется с красной на фиолетовую, высвобождая силу туза. Лик бросается на Санахару, которая стреляет в него, но ее пули отскакивают. Нана предупреждает всех, что Лихт превратился в монстра, который будет причинять боль любому, кто окажется поблизости, будь то друг или враг, пока не упадет от истощения. У Санагары заканчиваются патроны, и Лихт попадает в нее, создавая яркий свет, от которого она врезается в стену. Пил замечает, что количество выстрелов Санахары уменьшилось до 16. Нана объясняет, что Сунахара была под контролем другой личности, стремившейся к большей власти, но теперь она вернулась к себе. Сунахара открывает глаза, видит кровь на своих руках и кричит. Нана рассказывает, что среди асов была девушка, которая никогда не убивала, но она была напугана и чувствовала себя бесполезной. И все же она была самой доброй среди них. Санахара начинает плакать, осознав, что происходит. Нана говорит, что они, должно быть, применили к Санахаре какой-то наркотик, чтобы заставить ее противостоять Лихту. Лихт подходит к ней и обзывает ее, а Санахара стреляет в него, объявляя себя врагом. Хина обнимает Лихта, умоляя его остановиться и вернуться к своему нормальному состоянию. Он хватает ее, говоря, что она враг, но Санахара стреляет в него, давая им время убежать. Лихт отталкивает ее и готовится нанести последний удар, но Санахара просто хочет увидеть, как он улыбается, как раньше. Джейл вмешивается, останавливает Лихта и надевает на нее очки Санахары. Он сталкивается с Лихтом лицом к лицу, утверждая, что он новый враг. Джейл готовится к встрече с Лихтом, который поднимает меч для атаки. Их столкновение создает ослепительный свет, из-за чего становится трудно что-либо разглядеть, и Джейла отбрасывает назад, его рана на груди снова открывается. Сунахара призывает его остановиться как раз в тот момент, когда Лик собирается нанести удар, и она прыгает, чтобы защитить Джейла от вреда. Она просит Лика остановиться и извиниться за стрельбу в Джейла, но он остается спокойным, вытирая слезы с ее глаз. Нана предупреждает их, чтобы они были осторожны, так как Лик начинает новую атаку. Но Джейл легко блокирует ее железным камнем, показывая, что его убежденность сильнее клинка Лика. Затем он швыряет железный прут в Лихта, отчего тот падает. Тюрьма задается вопросом, действительно ли Лихт верит в это. Лихт объясняет, что он должен уничтожить всех врагов войны, чтобы его друзья сами не стали убийцами. Тюрьма признает ошибочность этого убеждения, но обязуется бороться с Лихтом должным образом. Он надевает еще одну перчатку с жетоном и создает железную статую, чтобы сразиться с Лихтом. Используя статую, Джейл наносит удар, который отправляет Лихта в полет, а затем пригвождает его к земле. Он снимает маску с лица Лика, и Лихт приходит в себя. Остальные празднуют победу, а Санахара благодарит тюрьму за то, что она спасла ее, но он кашляет и падает в обморок от полученной травмы. Они спешат оказать ему помощь, в то время как Хина выражает облегчение, что с Ликом все в порядке. В коттедже они заботятся о его ранах, и ему становится лучше. Хина спрашивает о тюрьме, и Пил сообщает им, что в тюрьму был вызван верховный главнокомандующий. В тюрьме происходит встреча с верховным главнокомандующим, который оказывается бывшим капитаном Алленом. В тюрьме его расспрашивают о солдатах в черной форме, которые напали на них, утверждая, что они являются частью вооруженных сил Алкии. Аллен раскрывает, что это секрет, известный только высшим должностным
частным лицам. Солдаты в черной форме на самом деле являются частью подразделения специальных служб Высшего военного совета Алкии, которому поручено совершать убийства и похищения людей при королевской семье. Алан предупреждает тюремщиков, чтобы они держались от них подальше, так как все они представители влиятельной элиты с избирательными бюллетенями, и пересечение границы может быть смертельно опасным. Вернувшись в коттедж, Лихт понимает, почему вызвали тюремщиков, но остальные в замешательстве. Лихт соглашается сдаться властям, подозревая, что совет догадался о том, что они напали на все это, и предложил пощадить людей из тюрьмы, если он выдаст лизуна. Тем временем количество лизунов продолжает уменьшаться. Санахара умоляет тюрьму не выдавать лизуна, опасаясь, что его накачают наркотиками, как и ее, и используют как оружие войны. Тюрьма отталкивает ее в сторону, связывает ее Лин и прижимает к стене своим железом, чтобы помешать им вмешаться. Он уже собирается схватить Лихта, когда Хина умоляет его не делать этого, цепляясь за Лихта. Нана вмешивается, хлопает по тюрьме и шокирует всех. Она говорит ему, что он говорит о судимостях, но никогда не принимает решений самостоятельно, всегда выполняет приказы против своей воли, просто чтобы спасти тех, кто его окружает. Лик, с другой стороны, мог бы пренебречь этими приказами и бросить вызов армии и нации, чтобы защитить всех. Тюрьма понимает, что она права, и освобождает всех. Нана начинает проливать слезы, вспоминая о том, как 300 лет назад они были единственными, кто противостоял Лихту и верил в него тоже. Она раскрывает свою силу и заверяет их, что позаботится о них. Нана призывает их вернуться на 300 лет назад, чтобы увидеть, что произошло, и, возможно, изменить ситуацию, поскольку она не смогла этого сделать. Она предупреждает их быть осторожными, подчеркивая, что это не сон, и ослабление бдительности может привести к летальному исходу. Джейл, Пил, Лин и Хина оказываются в незнакомом месте. Они видят, как Санахара направляется к зданию, и окликают Лихта, который тоже приближается. Лихт смотрит на них так, словно узнает, но Санахара тянет его внутрь. Они входят в здание, заполненное людьми, присутствующими на церемонии открытия военной школы. Джейл замечает, что эта школа, похоже, отличается от их школы. Кто-то натыкается на Хону, которая грубо толкает Лин на землю. Джейл встает на их защиту, но понимает, что у него нет своих сил. Доан бьет его кулаком, привлекая внимание, но драки удается избежать. Позже они обедают в кафетерии, где Джейл и Такакази не ладят друг с другом. Хина благодарит Лихта за то, что он спас ее ранее, дразня его за его склонность спасать девочек, что приводит к шутливой ссоре. Пил рассказывает им о комнате звукозаписи, где он показывает им видео, на котором что-то падает с неба, и файл Олфин. Однако ему отказано в доступе к дополнительной информации. Прибывает капитан Аллен, который объясняет роль Альфанга как бога, спасшего человечество, и его влияние на мир, прежде чем уйти. Они понимают, что Альфанг не был создан в Альхе, и что все, что связано с Альхой, происходит отсюда. Джейл признает, что их задача более важна, чем просто изучение Лихта. Во время пребывания в лагере Клесса решает стать армией, которая не убивает, и Шмерман поощряет их. Однако Джейл скептически относится к мотивам Шмермана. Он следует за Шмерманом в его офис и подслушивает, как тот разговаривает со своей командой о планах уничтожить Олфинг, проекте ACES и продемонстрируйте силу избирательных бюллетеней. Тюрьма чувствует злой умысел Шмермана и падает на колени. Капитан Аллен слышит его затрудненное дыхание, когда к нему приближается юная Нана, предупреждая тюрьму, что он будет убит через 5 секунд, если не уйдет. Капитан Аллен выходит проверить, но там никого нет. Нана провожает Джейла в свою комнату, обеспечивая его безопасность, а затем телепортируется к ближайшим часам. Удивит Джейла своими способностями. Она показывает себя как эксперимент номер 7 по прозвищу Нана, объясняя, что она из будущего. Будущее Нана поручила ей рассказать тем, кого она отправляет в прошлое, о текущих событиях. Она предлагает сыграть в тюрьму, но тот отказывается. Она объясняет, что она первый АС, обладающий способностями путешествовать во времени. Джейл понимает, что все асы были продуктами школы. Нана объясняет, что люди с генетической синхронностью ко всему сущему, такие как Шмерман, появились после его открытия и получили власть без голосования. ДНК Шмермана использовалась для создания новых волшебников путем имплантации ее другим. Они использовали для эксперимента таких же детей, как она, но она была единственной, кто выжил. Нана рассказывает, что Лихт будет следующим на операции, и Джейл размышляет, стоит ли им остановить это, чтобы изменить будущее. Однако Нана признает, что ее будущее я предоставила мало подробностей. Джейл задается вопросом, почему Лихт становится убийцей в будущем и почему класс никогда не становится армией, не убивающей. Но у Наны нет ответов. По мере того, как время уходит, Нана чувствует себя подавленной. Она дарит Джейлу карту памяти, подарок от своего будущего я. Объясняя ее значение, Джейл предлагает взять ее с собой, но она отказывается, опасаясь, что это изменит будущее. Тем не менее, Джейл считает, что перемены должны начаться с того, что он поможет ей. Она улыбается, понимая, почему его отправили не одного, и поощряет его продолжать без нее. Тюрьма обещает вернуться через 300 лет, чтобы исполнить ее желание, и она соглашается, прощаясь с ним, когда он отправляется в свое путешествие. После сбора всей информации Хина настаивает, что они все еще
еще могут спасти Лихта. Они просто должны помешать ему превратиться в монстра-убийцу, помогая ему сдержать обещание никого не убивать. Они верят, что смогут выиграть войну, не позволив Лихту никого убить. Поскольку Лихт ценит их как одноклассников, они могут поддержать его, оставаясь рядом с ним. Джейл присоединяется к ним, соглашаясь с Хиной и говоря, что они тоже могут спасти Лихта и Нану. Пил утверждает, что Лихт становится асом и выигрывает войну, совершая массовые убийства. Хина с этим не согласна, утверждая, что обычный Лихт сильнее, чем убийство Лихта. Тюрьма признает это. Вспоминая свой первый бой с Лихтом, Пил отказывается от спора, а Хина настаивает, что они должны помешать Лихту кого-либо убить. Алан прерывает их, объявляя, что друзья говорят, что операция проходит нормально. Хина передает эту новость остальным, показывая, что операция Лика проходит успешно. Лин разочарована в себе из-за того, что не придумала, как помочь Лихту, но Хина это сделала. Пил утешает ее, говоря, что она не должна винить себя, и признавая ее готовность помочь как привлекательную черту характера. Лин отрицает, что она кому-то нравится, но прежде чем Пил смог признаться в своих чувствах, начинается война, и школа подвергается нападению. Они становятся свидетелями того, как Лис в первый раз убивает солдат, чтобы помешать им взорвать несуществующее ядерное оружие. Чувствуя грусть из-за того, что они не смогли это остановить, Хина спешит проведать его. Она ищет его и находит, что он сожалеет о своих действиях, даже не слушая ее попыток утешить его. Время уходит, когда они начинают светиться, и их тянет назад в будущее. Тюрьма прощается с Такакази и остальными. Хина решает каким-то образом спасти Лихта, но он активирует свой счетчик убийств от имени всех. Она понимает, что они не могут изменить Лихта, и понимает, что он взял на себя ответственность спасти всех в одиночку, даже если его об этом не просили. Принимая решение, она понимает, что любит Лихта. Она целует его и обещает всегда быть рядом с ним. Она клянется поддерживать его, рожать ему детей и дарить ему любовь, несмотря ни на что, давая ему понять, что он никогда не будет одинок. Они возвращаются в будущее, и Нана признает, что они не смогли изменить будущее, но ее это устраивает. Она просто хотела, чтобы они поняли, с чего все началось. Она предлагает им пойти поесть, но Хина просит показать ей Лихта. Она находит его на скале и спрашивает, могут ли они продолжить с того места, где остановились 300 лет назад. Но Лихт говорит Хине, что он не может продолжить с того места, где они остановились, потому что она все еще ребенок, а ему больше 300 лет. Накрыв ее своим плащом, он советует ей повзрослеть и заниматься любимым делом с кем-то, о ком она действительно заботится. По возвращении в лагерь все были шокированы, когда внезапно начались тюремные побои. Он попросил Пила отдать ему таблетку, которую они привезли с собой. На ней есть видео, снятое Наной после войны, где она упоминает, что была женой Лика, что ставит Нану в неловкое положение. Видео продолжается тем, что Нана сообщает о благополучии Лика. А в заключительном ролике видно, как она плачет, признаваясь, что Лихт вспоминает о войне всякий раз, когда видит ее, а она этого не делает. «Я знаю, что делать». Она умоляет кого-нибудь спасти его. Нана пытается защитить себя, говоря, что это были слова, которые она говорила, когда была еще маленькой. Но Лизун обнимает ее и извиняется. Он объясняет, что не снял маску, потому что не знал, какое выражение лица надеть, и не хотел ее волновать. Много раз он даже не мог изобразить улыбку, чтобы успокоить ее. Но правда в том, что он прожил 300 лет, потому что она была рядом с ним. Он снова извиняется перед ней, и она принимает это. Позже Лик пытается покинуть лагерь, но Хина не отпускает его, пока он не выполнит данное ей обещание. Она расставляет ему ловушки, останавливая его. Одна из ловушек подвешивает его вниз головой к дереву. Она освобождает его, и он пытается убежать, но она начинает плакать, говоря, что каждый раз Лихт оставляет ее позади, даже когда обещает этого не делать. С тех пор, как она вернулась из прошлого, он полностью избегает ее, и она спрашивает, так ли сильно он ее ненавидит. Лихт хочет прояснить ситуацию и спрашивает, является ли мать Хины Цукиной, в результате чего Хина шокирована тем, что он знает имя ее матери. Лихт объясняет, что Цукина была его подругой детства, но он не был уверен, что она дожила до 300 лет. Увидев Хину с оригинальным бюллетенем, подтвердившим ему, что она дочь Цукины, он рассказывает, что бюллетень дает владельцу право голосовать за все, что угодно. И, собрав все 7, могут контролировать все, что угодно, даже законы природы, тайну Альхи. Он предполагает, что Цкина, должно быть, позаимствовала это у подразделения специальной службы под руководством Шмермана, в чем она преуспела. Тем временем Шмерман получает сообщение о том, что они нашли Хину. Солдат предлагает забрать бюллетень, но Шмерман настаивает, что это часть плана. Он дает Лихту возможность защитить себя. У Лихта есть возможность вернуться к нему в качестве туза молниеносных ударов, которого он желает. Лихт говорит Хине, что он не тот туз, которого она ищет, и спрашивает, знает ли она о своем отце. Она отвечает, что ее мать сказала ей, что он умер некоторое время назад. Лихт рассказывает, что именно он убил его, и что Хина встречалась с ним в прошлом. Он представляет ее отца как Такакази и объясняет, что Цукина была его невестой. Хина потрясена, узнав
все это. Он добавляет, что Хина – это имя избирательного бюллетеня, который Такакази использовал в войнах за отходы. Лихт считает, что она должна видеть в нем героя, но также и врага, которого она должна ненавидеть за убийство своего отца. Он сообщает ей, что снова покидает ее, чтобы встретиться лицом к лицу с вражеской армией. Ошеломленная этой новой информацией, Хина падает в обморок. Прежде чем он уйдет, Джейл сталкивается с Лихтом, спрашивая его, что он намерен делать с оригинальным бюллетенем и действительно ли Лихт планирует уничтожить нацию с его помощью. Как военный офицер, Джейл считает своим долгом остановить Лихта. Если это так, то Лихт обнажает меч, готовый сразиться с Джейлом. Джейл признает, что он не так высоко ценит дружбу, но в их группе есть другие, которые ценят ее. Он задается вопросом, покидает ли Лихт их точно так же, как он поступил с классом А. Лихт объясняет, что он должен уйти, потому что те, кто последует за ним на поле боя, могут погибнуть, а он может, не позволяя им пачкать руки в крови. Он чувствует себя виноватым за то, что нарушил свое обещание создать армию, которая не убивает, и он единственный, кто должен нести это бремя. Джейл упоминает, что он знает о том, что произошло в прошлом, но Лихт утверждает, что он борется за всех. Джейл называет его идиотом, указывая на боль, которую он причинил тем, кого оставил позади, и на грехи, которые он несет за то, что убил кого-то. Лихт утверждает, что лучше ему самому нести это бремя, чем другим совершать это деяние. Запах крови травмирует его, но он готов бороться за то, чтобы они сдержали свое обещание. Тюрьма обвиняет Лихта в стремлении к самоудовлетворению. Он предупреждает Лихта, что если тот думает, что сможет в одиночку справиться с целой армией, тюрьма готова встать у него на пути. Лихт соглашается, и они оба склоняют головы друг к другу. Их пути расходятся, но Лихт просит тюрьму защитить Хину и всех остальных. Когда он летит по воздуху, он выражает благодарность группе и жалеет, что не может принять чувства Хины. Однако он боится, что снова причинит боль кому-то, кто ему дорог. Он только надеется, что когда все закончится, он сможет снова увидеть ее. Шмерману сообщают о приближении Лика, но он решает не вмешиваться и позволяет Стоуну взять инициативу в свои руки, так как все это время ждал Лихта. Лихт достигает столицы, но внезапно подвергается воздействию силы тяжести, которая вдавливает его в землю. Дейн хвастается, что молниеносный удар Лика слаб по сравнению с его силой тяжести. С цифрой больше 120 на груди, Дейн объявляет себя естественным врагом Лика. Несмотря на попытки Лика поговорить с Дон не слушает и безжалостно заваливает его камнями. Даже в свой последний момент Лихт помнит только Хину. Группа ищет Лихта среди обломков. Каблук находит его, но с грустью сообщает группе, что Лихта больше нет. Прежде чем они успевают оплакать его, их окружают военные. Никому не удается спастись, но они захватывают Пила, Лин и Хину. В камере Дон допрашивает их, удивляясь, почему они остались в его памяти, и высказывая предположение, что их не должно было быть в школе. Лин спрашивает, убил ли он Лихта, и Дон подтверждает это, упоминая, что Лихт нарушил данное им обещание, но не раскрывает подробностей. Он спрашивает о Санахаре, но они ничего не знают. Обвиняя их во лжи, Дон пытает их гравитационным полем, пока солдат не докладывает, что прибыл Шмерман. Он предупреждает группу, что Шмерман уже не тот, что 300 лет назад, поэтому им следует следить за своим языком, чтобы остаться в живых. Шмерман также подозревает, что Нана, должно быть, манипулировала временем, отправляя их в прошлое. Кина спрашивает, почему он предал класс А после того, как они поверили в него, и Лин разделяет ее мнение. Однако солдат прерывает ее, приставляя пистолет к рту Лин и настаивая, чтобы она обращалась к нему как к генералу. Шмерман объясняет, что отбор начался со дня церемонии вступления. Армия, которая не убивает, была тестом, чтобы отсеять тех, кто не участвовал в неделе. Если они были достаточно доверчивы, чтобы поверить в подобную фантазию, значит, они не подходили для армии,